Всем привет, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня приготовим с вами вкуснейшую пахлаву. Рецепт не очень сложный, а от вкуса просто нельзя скрыть восторга. Обо всем по порядку, давайте скорее начнем. 300 граммов муки просеиваем, чтобы убрать возможный мусор. Добавляем 3 грамма разрыхлителя и щепотку соли. Перемешиваем руками и добавляем 150 граммов сливочного масла. Все быстро перетираем в крошку. Масло должно быть холодным, но мягким. Если масло замороженное, то можно и натереть на крупной терке, периодически обваливая в муке. Затем также сделайте крошку. 90 граммов сметаны, жирность ее 15%, и одно куриное яйцо смешиваем. Добавляем все это к получившейся крошке. Тесто собираем быстро ложкой или лопаткой. А затем руками. Сильно не вымешиваем, чтобы не затянуть. Достаточно будет того, что оно собралось. И уже готовое быстро разделим на 4 равные части. Если соблюдать точность, то 145 граммов каждый кусочек. Тесто по отдельности заворачиваем в пакеты и убираем в холодильник. Минимум на 30 минут. За это время на сковороде обжариваем грецкие орехи. По желанию можете подсушить и в духовке. Остывшие орехи, здесь 250 граммов, измельчаем до крошки. Не нужно делать мелкую крошку, однородную. Пусть лучше попадаются небольшие кусочки. Также для прослойки нам понадобится кардамон. У меня он целый, измельчать буду сама. Кроме кардамона добавляю также корицу, ваниль. Если хотите, можете заменить или добавить на ваш вкус. 200 граммов сахара, измельченный кардамон и орехи перемешаем. Прослойка для пахлавы готова. Достаем из холодильника по одному кусочку теста. Немного подсыпаем муки, раскатываем тонко в прямоугольник. По размеру формы. В моем случае размер 25 на 18. Чтобы пахлаву было удобнее доставать, форму застилаю бумагой для выпечки. Поверх теста распределяем третью часть орехов вместе с сахаром. Далее у нас будет снова тесто, ореховая начинка. И также повторим со всем оставшимся тестом. Получится у нас 4 слоя теста и 3 слоя орехов. Верхний пласт теста остается без начинки. Сразу сделаем разметку сверху, деля на квадраты. Тщательно смазываем пахлаву желтком. И на каждый квадрат приклеиваем половину грецкого ореха.
Запекаем при температуре 200 градусов 15-20 минут. Затем разрезаем горячую пахлаву до конца. Заливаем растопленным сливочным маслом. И снова быстро в духовку. Еще 40-45 минут. Остается сверху все это полить медом и дать остыть. Аромат, который здесь стоит, вам не передать. Он волшебный. Нужно попробовать. Давайте скорее посмотрим, что получилось. Красиво блестит, не правда ли? Тесто тонкое, мягкое. Пахлава полностью пропиталась маслом, медом. Кардамон придает особый вкус и аромат. Как же это вкусно! Готовьте с удовольствием. Ставьте нравится, обязательно делитесь рецептом с друзьями. Ну а на этом сегодня все. Пока!